Как вас зовут? Представьте. Кравченко Павел Тимофеевич. Кравченко Павел Тимофеевич. Да. Какого года рождения? 28.01.2002 года. Скажите, пожалуйста, сейчас идет видеозапись, да? Вы готовы дать добровольно комментарий на видео? Да, готов. Отвечу на все вопросы. Окей, хорошо. Давайте кратко. Вот 24 числа началось российское вторжение в Украину, да? Давайте откатимся на 3 месяца до этого. Что вы делали? 3 месяца до этого я был в воинской части, находящейся в городе Наро-Фоминск, Подмосковье. Служил, входил в парк, не знаю, там выполнял задачи, поставленные командиром в парке, подготавливал технику там к зимнему периоду. Потом, ближе к концу года, я поехал в отпуск. По прибытию с отпуска в январе месяце я узнал то, что еду в командировку в феврале, но потом заболел. Но все-таки 10 февраля 2022 года я со своими товарищами приехали на погрузку и отправились в Белгородскую область. Это было за сколько или когда именно это было? Это мы тронулись в Белгородскую область 10 февраля. Мы ехали 6 дней, где-то примерно чуть меньше. Потом началась разгрузка, когда по прибытию в Белгородскую область. И в составе колонны мы тронулись на полигон, название не знаю какое, и там мы расположились. Поставили палатку, технику, все такое. Вы на учение, да, получается? Да, изначально вообще, от командира я не знал то, что мы едем, будем пересекать границу, что-то такое. Мы изначально, как было сказано, по документам едем на учение. Союзная решимость называлась, то ли как-то так, что-то такое. То есть, еще даже находясь в дивизии, я не знал то, что я буду пересекать границу. А как так получается, что вот одни ребята из России знали, что они едут в Украину, постили это у себя в соцсетях, да, едем там на Украину и так далее, а другие вообще ничего об этом не знают. Как это можно объяснить? Может такое, то что им командиры правду сказали, нам не сказали. Я общался с человеком до этого места, ему командир правду сказал, то что мы едем на границу, будем пересекать. Нам вообще ничего не было сказано по поводу пересечения границы, да и вообще то, что вторжение будет. Мы ехали изначально на учение, если бы я знал, что мы будем пересекать, я бы, может быть, как-то и, как это сказать, то есть постарался бы не поехать. А так я вообще даже не знал, что мы будем пересекать. Опережая все будущие вопросы, да, я просто хочу, чтобы вы успокоились, да, и просто спокойно ответили. Если даже сразу не сможете, ответьте потом. Вот если бы сейчас вы все знали наперед, да, как бы вы поступили в той ситуации? Я уже об этом думал, и мне кажется, я бы еще в день погрузки как это принято в современном обществе говорить, слился бы. То есть не поехал бы. Не знаю, просто бы где-нибудь куда-нибудь ушел в город бы, снял квартиру и не пришел бы на погрузку просто. То есть эшелон уехал бы без меня. А потом бы командиру сказал бы, что проспал погрузку и все. То есть, если бы я знал бы, я бы постарался бы не поехать вообще в любом случае сюда, чтобы не оказаться здесь. А что вы можете сейчас посоветовать всем тем людям, которых из России продолжают отправлять в Украину? Хочу сказать, чтобы они не слушали своих командиров, не выполняли эти приказы, не уехали сюда. Посылали их не знаю, куда подальше, но в любом случае не ехали. Лучше, я не знаю, как нас пугает то, что там на дисбат посадят, лучше сидеть 3 месяца на дисбате, чем ехать сюда. И хорошо, если возьмут в плен, а так погибать сюда просто так. Я не вижу. Хорошо. На самом деле, да, то есть любыми способами избегать просто. Да, просто избегать. Это я понимаю. Давайте ближе уже тогда к отправке вас в Украину, в переброске в Украину. 24 числа в 2 ночи нас поставили в колонну на полигоне у нас там, где мы находились. Командир взвода сказал следовать за колонной. Куда едет колонна, с какой целью, он не сказал. Мы двигались, с такой медленной скоростью, потому что колонна... Какая ваша, извините, конкретно должность была в этом случае? Вообще, моя должность механик-водитель МР-2. Это инженерное машинное возграждение, гусянка такая с отвалом. И мы поехали за колонной, я ехал в КамАЗе пассажиром, и водитель со мной был. Куда едем, мы не знали. Ближе к 12 дням мы доехали до границы, потому что мы очень медленно ехали.
Увидели надпись «Украина». Я задал вопрос командиру взвода, что мы сделаем и для чего. И на что он ответил, что без лишних вопросов будем пересекать границу. С какой целью, он нам не объяснил, то есть проигнорировал этот вопрос наш. Ну а между вами были какие-то разговоры вообще? Ну, вы пересекаете территорию суверенного государства, какие-то вопросы между вами были? Ну, в основном водителей, с которыми ехал, не было разговорчив. А так мы с машин не выходили почти. Вот нас командир взвода построил, мы спросили, для чего, куда едем. Он не сказал, он сказал просто все, так же следуем за колонной. И примерно в час дня мы начали пересекать границу. Ехали очень долго и медленно, потом где-то в часа 3, может, дня мы въехали в город Ахтырка, и у нас машины, у КамАЗа отказал центральный мост, то есть машина ехать вообще не хотела, сломалась, и мы остановились. И вся колонна, которая проезжала мимо нас, включая командира полка, просто посмотрела на нас и проехала, помощи никакой не было оказано. И буквально через минут, наверное, 10 нас спереди и сзади окружили украинские военные, 2 БМП. Это какое число? 24-е также. Это все, это 24-е? Да, 24-е также, мы еще колонну вы заехали и сразу обломались, получается? Да, и мы в городе Ахтырка сломались. И вот украинские военные заблокировали нас с 2 сторон. И боя никакого не было, они просто пару раз выстрелили в воздух, крикнули, чтобы мы выходили. И то есть мы даже не отстреливаться там, и смысла не было отстреливаться, потому что нас бы в мясо превратили, и мы не хотели. И мы добровольно сдались в плен. Да. Это краткая история. Хорошо, а что с документами? Почему у одних есть документы, у других нет? У вас были документы? У меня не было документов, командир взвода забирал у нас их перед отправкой. Он сказал, что пусть пока будут у меня на время полей. Перед отправкой куда? Перед отправкой на полигон еще сам, то есть командировку в саму. То есть перед учениями? Перед учением, да. Он сказал, что пусть пока, у меня будут. Как-то я сильно этому вопросу не задался, думаю, Хорошо, а с мобильными телефонами вы задавались вопросами? Почему? Мобильные телефоны мы оставили уже в день, когда колонна строилась в сторону границы. Я не знаю, кто как, но я просто телефон оставил из-за того, что он был севший, я его отдал. Но потом я уже в колонне узнал что мне водитель сказал, что мы, телефоны сдавали. Хотя, у меня изначально телефон просто был севший, я его оставил, думаю, не видел смысла с собой брать. Хорошо. Вы, когда выезжали, вы уже слышали заявление Путина, которое он сделал? Нет. Про спецоперацию? Вообще ничего не слышал. Вас не допускали никакой информации, получается? И командир взвода не доводил, и в интернете нигде ничего не говорилось. Я понял. Хорошо. А кого, по вашему мнению, вы здесь искали вообще в Украине? Чего вы здесь искали? Я тоже сам себе вопрос задавался. Для чего мы сюда приехали, я тоже не видел смысла. Зачем нас сюда правительство Российской Федерации отправило? Я так и не понял цели вообще нашей. Бендеру нашли где-нибудь здесь уже? Да нет. Не нашли. И не искали, мне кажется. Я не знаю, я лично не искал его. Вы понимаете, что вопрос, языковой вопрос, еще какие-то вопросы, которые озвучивал Путин, это всего лишь предлог для вторжения в Украину? То, что он про языки говорил. Да, и все остальное очень. Да, нам как-то давно еще говорили, что на Украине есть такая фигня, что щемят за русский язык. Я думал, иногда же показывают там новости из Украины, то, что люди на русском разговаривают. И когда в плен взяли с нами и военнослужащие Украины, и гражданское население, все с нами разговаривали на русском языке. И причем хорошо, так же, как и я, прекрасно разговариваю. Да, где-то они могли на украинском поговорить между собой или нам что-то сказать, мы не понимали. Но в основном с нами разговаривали на русском языке, и никто их тут не щемил за это. У нас 99%, наверное, это двуязычные, да. Триязычные, не знаю. Русский, украинский знают практически все. Но это же действительно... по вашему мнению, да, мы нормально общаемся, вы дали добровольное разрешение на общение, да. Нет никакого у меня лично желания проявлять агрессию и так далее, но я все-таки задаю этот вопрос. Что сейчас в Украине происходит? Все-таки это какая-то спецоперация или это все-таки война? Что это? Я не знаю, как это назвать, но это, война, это, скорее всего, если брать со стороны Украины, то это защита своего государства, своего населения, своих мирных жителей.
А если брать со стороны Российской Федерации, то это просто нелепое вторжение и уничтожение мирного народа, уничтожение просто городов. И я не вижу смысла этого, ну, всего просто. Для чего? Хорошо, а со своими родственниками, близкими вы уже общались? Я знаю, вам давали возможность Да, поговорить. я звонил. Они как смотрят на это? Это тоже вот полноценная война, российское вторжение, да, в Украину или Ну, что? особо с этим я родителями не общался. Но мама то, что знала, то, что я в плену, сначала расстроилась, думала, что погиб, может нет. Потом его дали позвонить, и знала, что я живой. И вот вчера или позавчера я с ней разговаривал, она говорит, типа, то, что в России устраивают митинги. Она, говорит, сама хотела поехать на этот митинг, но ее не пустили наша полиция района. Сказали то, что если поедете на митинг, так как, ну, они знают то, что она мать военного, то вас посадят, закроют. Ну, смотрите, у нас сейчас в Украине довольно бедственное положение, не то чтобы кто-то жалуется, да, но это понятно, да, что в связи с вторжением большие проблемы, и многим украинцам даже кушать нечего на сегодняшний день, люди сидят в подвалах. Вы находитесь вот в этом месте сейчас, да, я смотрю, вы едите что-то, как вам Да, относятся? с нами хорошо обращаются, не бьют и кормят 3 раза в день, это очень хорошо. 3 раза в день? Да, 3 раза в день. В принципе, ну я не знаю, будем звонить? Хотите поговорить со своей? Да, если можно. Давай, пока мы будем набирать, останови запись. Алло, Нулька, привет. Привет, ну можешь папу позвать? Я вчера с ним так и не поговорил. Все, на папу, на. Алло. Алло, пап, привет. Привет, сыночка. Как у тебя дела? Да ничего, нормально. Да я тоже нормально, все, жив, здоров, целый, невредимый. Вот тут, ну, меня тут вопросы задавали, тут снимали, предоставили возможность позвонить родителям еще раз. Я попросил, чтобы тебе позвонил, потому что с мамой разговаривал, ты на работе был, не дозвонились до тебя. Вопросы задавали? Ну, да, интервью небольшое было по поводу, как попал, все такое, как отношусь к этому. Ну, у нас продолжается интервью, на самом деле, сейчас. Ну, и, ну вот, снимают еще до сих пор то, что я с тобой разговариваю, ну, ничего такого. Кормите? Так, все нормально, кормят меня 3 раза в день, все, не бьют, не избивают, тут ничего такого нету. Если у вас там по телевизору говорят, что, может, нас тут избивают или убивают, то они уже врут там. Можно вашему отцу один вопрос? Пап, слушай, слышишь, Ну, сейчас украинский журналист, скажи. тебе сейчас вопрос тут зададут один, ответь, пожалуйста, ладно? Слышишь меня? Алло, Алло. слышишь? Да. Я говорю, сейчас тебе вопрос один зададут, тут журналисты, ответь, пожалуйста, на него, ладно? Да, давай. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, ну, просто вопрос, да, от вашего ответа, в принципе, как бы ничего не зависит, это просто ваше мнение. Вы понимаете, что сейчас идет полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину? Военное Я вторжение. ничего не понимаю. Плохо Не слышно. знаю, ты знаешь, война идет, а кто что с кем виноват, ничего не знаю я. То есть по телевизору ничего не говорят, да? Я живу в Сибири, я не знаю, там Запад, вы сами там как-то поругались или что, не знаю. Миритесь сами. А это, Ничего не знаю. а по телевизору ничего не показывают про войну, что-нибудь здесь, еще? здесь дело не в телевизоре, здесь дело в том, что вы сын отца, да, который попал в Украину в плен. И ваш отец говорит, что он ничего не знает. Это странно? Ну да. Привет. А, Алло, сына. да, я слышу тебя. Алло, слышь. Ну связь такая, наверное. Интернету узнали. По поводу... Что ты там. Через интернет узнали, но я понял. Павел, вы могли бы объяснить отцу, что на самом деле происходит в Украине? Ну, Что это вот смотри, полномасштабное вторжение, что Если у вас по гибнут телевизору ничего не показывают, то тут просто, если вот кратко рассказать, российское государство уничтожает полностью Украину, убивает мирное население, помимо военных, если не считать. Ну, люди. Вам сын ваш говорит, вы телевизор не смотрите, ваш сын я вам понял, говорит. что ты телек не смотришь. Я тебе говорю, как здесь есть. И вот они уничтожают
все, вообще все, города, я не знаю, там людей, дома, все, прям вообще все, детей убивают, здания разрушают. Вот тут недавно, 2 или 3 дня назад, рядом с нами прям здание 9-этажное разнесли. Нас тряхануло тоже. Ну, я что делаю? Я Нет, ничем это... я тебе вообще говорю, Не-не-не, чтоб ты понимал, что происходит здесь. Я слышу тебя, я тебя слышу. Ну, я тебе вообще говорю, чтобы ты понимал, что здесь происходит. Ну, я понял, что война там идет. Но я же на это ничем повлиять не могу. Ну, я понимаю, я тебе вообще говорю, чтобы ты понимал, что здесь происходит именно. Я понял, я понял. Уже вопрос не во влиянии, уже вопрос просто в элементарном в понимании, чтобы люди не рассказывали там про какую-то спецоперацию, какие-то нацисты, фашисты, бандеровцы, да, просто вот чтобы они понимали, что это просто полномасштабное военное вторжение в Украину, все, хотя бы это уже, ну, я больше уже А не так, прошу. дома нормально все, да, у вас? Слышишь? Алло. Я думаю, что вы еще, да, Слышим, то ли всё. сорвалась связь, Всё, то ли непонятно что. Павел, скажите, вот, да, просто как человек, как быть с этим, как быть с этой ситуацией? Россияне не отказываются понимать, что они же пришли в Украину, и они же просто утюжат российские города, они же просто сносят украинские города, они просто убивают мирных жителей, детей. Им показывают картинку, что это якобы делают все украинцы. Но проблема в том, что пока Россия сюда не вторглась, у нас ведь этого ничего не происходило. Они не могут свести элементарные вот эти вот 2+2. Вот что бы вы им посоветовали? Ну, вот, типа, мне кажется, то, что если россияне даже не знают об этом, то мне кажется, то, что у нас вот в СМИ это вообще ничего не говорят про то, что здесь идет какая-то война, что-то еще такое. Потому что когда был до этого в другом месте, нам показывали президента, где он говорил то, что у нас здесь всего 500 раненых, пленных и убитых нету. Я сижу и понимаю, думаю, что ну как он может врать народу? То, что ну, на телевидении, то, что у нас нету раненых и убитых. Он просто сказал то, что типа вот есть, ну есть раненые, то, говорит, убитых нету, в плену никого нету. Но сейчас они уже нарисовали цифру, там до 500 человек вроде бы убитых, а их на самом деле Да их там уже ну, много, как бы, по телевизору показывают, что как бы в 20 раз больше. да, там более почти чем. 14 тысяч, что ли, погибших уже показывают. А у вас есть доступ к украинскому телевидению? Что, Ну, у сейчас? нас, да, в камере стоит телевизор, там новости показывают. Вы украинские. понимаете уже, что по-украински? Ну, то, что говорят? более-менее там понимаем уже, да, разбираемся. Некоторые слова все равно похожи, но мы разбираемся. Я понял. Спасибо вам. Не за что.